Это Якутия, город Нерюнгри. Вернее, тот участок редкой мерзлотной тайги, которому еще только предстоит стать городом через несколько лет. Только что с ближайшей станции Беркатир за 60 километров пришел очередной автобус. Вот так, автобусами, поездами, самолетами приезжают на важнейшие стройки страны молодые добровольцы. Их много, очень много. Лишь по комсомольским путевкам за последние 5 лет их прибыло больше 500 000. Железнодорожные магистрали, нефтепроводы, целые промышленные комплексы и десятки молодых городов созданы руками вот таких ребят. Не только морозом, жарой и таежным гнусом, но и иными непредвиденными трудностями проверяется их гражданская зрелость. За профессией, за жизненным опытом, за любовью, за счастьем едут сюда те, кому чуть больше или чуть меньше 20. Дорогие друзья, поздравляю вас с прибытием на всесоюзную ударную комсомольскую стройку, строящийся угольный разрез и город Нерюнгри. Руководство стройки и штаб ЦК «Волоксем» выражает твердую уверенность, что вы будете хозяевами строящегося города, что вы построите город, который будете любить. Еще раз поздравляю вас. Этих ребят мы не выбирали. Кто приехал, те и попали в кадр. И, пожалуй, каждый из них достоин стать героем фильма. А эти ребята уезжают из того же Нерюнгри в тот же день, тем же автобусом, что привез добровольцев. Год назад их тоже встречали с музыкой. Однако этот участок тайги станет городом Нерюнгри уже без них. Успехи новостроек велики и общеизвестны. Но стремительный рост молодых городов выдвигает и свои непростые проблемы. Переполненные поезда везут молодежь на дальние стройки, но и возвращаются не пустые. Эти перемещения обходятся нашей экономике в миллионы рублей. Важно и другое. За текучестью не только судьбы строек, но и судьбы людей. На разных молодежных стройках в Нерюнгри, на Деме, Волгодонске, Набережных Челнах побывала наша киногруппа. То, что мы сделали, фильм размышления. Попытка разобраться в некоторых проблемах молодых жителей молодого города. И тех, что остаются, и тех, что уезжают. Поэтому, нравится нам или нет, но эти уезжающие ребята тоже герои нашего фильма. Набережные Челны, общежитие строителей, красный уголок. Этим ребятам мы задали один единственный, но очень волнующий нас вопрос. Вопрос вот какой. У вас город, выросший быстро, город красивый, город, где много новых домов, где огромный завод, один из самых больших в стране. Тем не менее, почему из набережных Челнов уезжает молодежь? Уезжает ее, как вы знаете, довольно много. За окнами прекрасный современный город, о котором, как говорится, песни слагают. А мы задаем ребятам такой странный, просто бестактный вопрос. Ну что делать? Каждый год со стройки уезжает треть рабочей силы. А что это такое треть? Вот на строящемся доме 3 ребят устанавливают панели. Через год их останется 2. Вот в этом полностью заселенном общежитии через год опустеет 4 этажа. Один из этих пареньков будет пить свой кефир в другом месте. Конечно, у текучести причины разные. Кто ушел в армию, кто учиться. Но ведь уезжают люди и без этих понятных причин. А почему? Почему, ребят? Ну, я работаю воспитательницей в общежитии 823. Зовут меня Галина Амировна. Мое мнение, я думаю, что с КамАЗа убегают рвачи и трусы. Хорошие ребята с КамАЗа не убегут.
в основном, конечно, есть два типа людей обычно. Романтики, которые, яростно желают и трудностей всего, и люди неустроенные в то же время, которые хотели бы что-то изменить в жизни. Вот первое время, и сколько здесь появляется интересных людей, талантливых людей, которые собирались вместе, обсуждали, такое какое-то братство, духовная, что ли, близость. А постепенно вообще уже дух как-то меняется дух, и люди больше в своих квартирах как-то замыкаются. Даже помните, если кто раньше приезжал, на улицах танцевали же, вот возле общежития собирались. Понимаете, вот какой-то демократии, вот даже ходили на улицах в чем? В штормовках. Сейчас не пойдешь, потому что, видите, кругом асфальт. В общем, люди многие так одеты очень элегантно. Уже подгоняешься под общий стиль больших городов. Вот чего я сюда ехал? Я думал, еду на КамАЗ, здесь нет Ивана Ивановича, которому, значит, надо заглядывать в глаза. 100 раз я приехал, мне все положено. Если я честно работаю, значит, мне все честно положено. Вначале оно так и было, конечно, а потом смотрю, снова те же Иван Ивановичи. Ребята говорили сбивчиво, резко, порой ошибаясь, но всегда искренне. Я поехал бы туда, где именно, одним словом, разумно было бы, все по-человечески, уже, как в 20 веке, что ли, где электронные машины рядом с нами могут все рассчитать, хотя они его тоже рассчитывали на место. Я бы туда поехал. Я вот хочу уехать в Нерюнгри. В Нерюнгри? Да, в Нерюнгри. Очень хочется. Но там ведь условия гораздо труднее. Я хочу романтику такую испытать, в вагончиках пожить, вообще в таких условиях хочу пожить. Один мой знакомый уехал в Нерюнгри. Мы переписались с ним. Я его спросила, какой город. Он говорит, города еще там нету. Только что, где они живут? Они живут в вагончиках. Народ вообще очень дружный, очень много молодежи. И вообще он меня туда приглашает, чтобы... В этом городе уже нет никакой романтики сейчас. Уже построенный город. Почти что уже построенный. Но это вот... Он не тружек, как говорится. Он уже поехал дальше строить. Итак, из обжитых Челнов они рвутся в недостроенный Нерюнгри и холодный Надым. Странные трусы, правда? Теперь у нас есть возможность восславить молодых энтузиастов, которые с трудной стройки рвутся на еще более трудную. Но наши восторги тут же врутся в экономику. Текучесть обходится стройкам в миллионы рублей. Многие руководители говорили нам, что мечтают о рабочем устойчивом энтузиасте именно данной стройки. Чтобы он горел, а не тлел. И ручаюсь, через месяц он будет уже уметь, много уметь и будет делать. Понимаете? Конечно, энтузиаст на стройке это всегда желанная личность. Но То есть именно предпочли бы человек, который приехал сюда устраивать свою жизнь. Да, я не это. Тот, который умеет и приехал только устраивать свою жизнь, он мне не нужен. Казалось бы, понять таких руководителей можно. Им нужны профессии. Каменщики, бетонщики, маляры. А приходят люди. Молодой отец, спортсмен-разрядник, правдоискатель, студентка-заочница. Некоторые руководители избавляются от лишних хлопот, но одновременно избавляются и от рабочих. Ибо личные проблемы уходят только вместе с людьми. Витя и Галя приехали из Воронежа. Он строитель, она водитель троллейбуса. Семейные вечера выглядели вот так. Жилье в молодых городах строят быстро, но рассчитывают в основном на холостяков. Уехать со стройки, но уезжать Витя не хотел. Он не был романтиком, никогда не пел знаменитую бригантину и не верил в могущество географии. Он знал, что, перемещаясь в пространстве, человек увозит с собой и свои заботы. Добивается жилья по-разному. Кто клянчит, умоляет, выпрашивает. Я так не умею. Я почему так решил? Потому что у меня не было выхода другого. Жили по разным общежитиям. Вот, жена в одном, я в другом. Она работает на троллейбусе, так что практически невозможно нам совместить так, чтобы... Или у меня все время, значит, пацан будет в общежитии, не разрешают с детьми. Ну а что делать? Потолкались из угла в угол. Меня отговаривали многие, да зачем, да мол, это не положено. Ну не положено-то не положено, а везде валяется очень много хороших вещей. Вот, на любой стройке навалом материал такой, какой сжигается, выбрасывается в конце концов. Ну, подумал, взял
начал лепить. 4 столба поставил, досками отбил, вот уже кое-что получилось. Но как оценить эту противоречивую историю? Витя нарушил решение горсовета, запрещающего времянки. Плохо. Зато он пока избавил горсовет от хлопот о собственном жилье. Хорошо. А еще бы лучше собрать вот таких остро нуждающихся и в свободное время их силами построить не кучу времянок, а один нормальный внеплановый дом. Кстати, так уже делают в городе нефтяников Нижневартовск. Сколачивая вечерами временное семейное гнездо, днем Витя решал проблемы государственные, строил дороги Атоммаша. Мы не знаем, останется он в Волгодонске или уедет, но в любом случае, кто скажет, что он трус? Кто в первую очередь поднимается на новые места? Те, кого на старом что-то не удовлетворяло. Либо быт, либо коллектив, либо подвела любовь, либо нет простора для активной натуры. Конечно, много ребят и девушек приезжают просто строить челны на дым Волгодонск, и им бы обрадовался наш знакомый руководитель. Но они тоже не исключение. Просто их личной проблемой становится сама стройка, как стала она проблемой этих ребят из комсомольского прожектора на Атоммаше. Руководителями очень нелегко. Они не стремятся за порядком и справедливостью в дальние дали, а яростно отстаивают все это здесь. Итак, предположение, что со строек уезжают в основном трусы, жизненной реальностью не подтверждается. Тогда, может быть, во всем виноваты рвачи? Что ж, давайте поговорим о рвачах. Перед этой встречей знакомый инженер предупредил: мастера первоклассные, настоящие профессионалы, но стимул один. Вот увидите, все разговоры о деньгах. Мы не слишком поверили, но на первый же осторожный вопрос, что вас волнует в жизни, последовал ответ: заработки не те. Вот лично я так, до весны, а весной можно ехать в Челябинск, там будет газопровод варить. Вот, наверное, туда Там можно. больше будет, да? Там больше заработок Там? будет, да. Там ниже 500 рублей не будет. А максимум какой там может быть, как вы думаете? Ну, я с ребятами разговаривал, которые в курсе. Да. 600 до 700 рублей. Вот До так. 700 Да. рублей можно заработать. На что вы их тратите? Ну, вот смотрите, во-первых, давайте возьмем так вот. Снизу начнем. Ну, например, одеться хорошо. Сейчас одежда очень дорого стоит, вы понимаете. Шубу взять хорошую, да? Это 500 рублей надо. Это Ну, там месяц купить, 11 месяц. Хорошо, так, ну смотрите, теперь, значит, например, у меня сосед купил, ну, машину, допустим, да? Я захотел, потому что сейчас никто от машины не отказывается, да? Хорошо, например, вот перстень взять хороший, да? А почему? Какое оборачивание? Хорошо, кому жене, да? От жене, себе. Правильно. Вот Тогда, ну вот как бы вы хотели обставить свою квартиру? По вкусу, наверное. Хороший палас и пару ковров, да? Сейчас ковер 500 рублей. 2 ковра 1000 рублей. Где же там в одной комнате 2 ковра? Слушай, ну и ковер, он же пыль собирает, ему еще пылесос нужен. А пылесос это мелочь, по-моему. Берем точку, это, то, что надо нам тратить. Вы хотите Нет, тратить? ребята, ну мы же что хотим? Тратить разумно. То есть как вот, если ты работаешь, это заработанные деньги, не то, что с неба свалились, тогда можно позвать весь Волгодонск в ресторан и пойти, потратишь. Но ты каждый месяц работаешь как следует, чтобы 700 рублей, правильно? Это же на газопроводе недаром получается, правильно? Правильно. Так вот, ради этой суммы, чтобы не жалко было работать сил своих, как ее тратить? Вот о чем речь идет. Без толку раскидать, а тогда и работать лучше не А за 5 лет, конечно, 200 рублей остается, да? 250, ну 250 тысяч. Что я с ними могу сделать, да? Да. Скажите им за шапку. Шапку я уже купил. Да. Разговор действительно шел только о деньгах и казался не слишком серьезным. Мы решили поставить вопрос еще резче. Ну вот вы бы согласились, скажем, 10 лет зарабатывать деньги, которые вам потом помогут обеспечить вашу жизнь. Ну, эти 10 лет не жить. Я согласился. А? 5 лет я бы согласился. То есть
Зачем вы потом эти 5 лет за это компенсировали? Как начал делать? Что я? Старик какой-то, 25 лет. Самый расцвет сил. Ну, самый рассвет сил. Но, как говорится, время первой любви уже прошло. Правильно? Ну, а вот работаешь... Хорошо. А как вы представляете жизнь 30 лет, чтобы она оправдала вот все наши трудности переживания? Я бы жил в свое удовольствие. Что мне нравится, я посмотрю. Что мне нравится, я взял. Куда хочешь, туда съездил. Зачем я буду ходить, допустим, Ну вот вы бы пожертвовали своей жизнью Нет, лучшей? я работаю монтажником, я живу одним днем. Лучше сейчас я буду жить. Нет, конечно, из жизни не надо выкидывать годы, по-моему. Нет, это лишь дает. Надо гореть огнем, как сказал Островский. Что вы им ответите? Ну, у них свои мнения, у них свои. 20 лет. Самый романтический возраст. Но откуда такая вера в могущество рубля? И хочется спросить. Может быть такая работа, чтобы за 100 рублей занимался ею и был доволен, был счастлив? Есть такая работа? Бывает. Ну, например? У меня брат живет. ДК работает художником. Ну что, ну получает он 120 только. 120 он получает, но больше нет. И вот когда я приезжаю к нему, он мне часами может вот рассказывать, у него любимый художник это Рембрандт, он мне часами может про Рембрандта рассказывать, про импрессионистов этих. Вот он весь в этом мире, знаете, даже если так иногда подумаешь, кажется, с ним даже неинтересно быть. Все про художество. И вообще у него очень широкий круг в этом направлении. А вот когда с ним находишься, это интересно очень. Итак, парень прекрасно понимает, что счастье не в деньгах. И тем не менее, готов отдать за них 5 лет жизни. Как объяснить это противоречие? Очевидно, к деньгам или вещам стремятся те, кто пока не нашел в молодом городе счастья. Вот овладевает мысль. Если радость не дается ему сегодня, может, стоит поднапрячься ради радости завтрашней. И вот человек налегает на деньги. Конечно, это наивно. Радость нельзя скопить, заготовить впрок. Но если парень этого не знает, тогда может и не заметить, как уходит от него любопытство, непосредственность, щедрость, как скудеет и съеживается его единственная душа. Да, болезнь рвачества еще поражает людей. Поражает по разным причинам. Вот одна из них. Часто в предновогоднее время строительное начальство загорается идеей перевести мартовские и февральские объекты в пусковые, а значит сверхплановые. Тут же прикидывают, что если бросить дополнительную бригаду и вести работы параллельно, можно поспеть как раз к новогоднему рапорту. Мы вас убедительно просим выложиться, но этот садик сдать. Это в конечном итоге. И наша с вами честь, наша доблесть. Это и решение проблемы устройства детишек в нашем СМУ. Это в конечном итоге и решение проблемы устройства детишек в подразделениях и в коллективах города. Так что я вас убедительно прошу, девушки, эту задачу, которая перед вами стоит по ведению плиточных работ, сделать как можно быстрее и с хорошим качеством. Девчата навалились на работу, личную жизнь перенесли на январь. Последний день комиссии, хоть и с недоделками, садик приняла. Но то, что кажется столь значительным 20 ноября, 1 января блекнет. Этот садик не был заселен детворой ни в январе, ни в феврале, ни в марте, только в апреле. Мы срок сделали свое, сдали отделку, а потом еще месяца 2-3 вот продляют. То ли там сантехники, то ли что-то другое. По-моему, в течение этого срока можно было делать с гораздо более лучшим качеством. Хотя бы даже отделочником или другим плиточником, или кто там еще будет на садиках работать. Можно было делать с гораздо лучшим качеством. И спешка не нужна была бы, и все бы как-то шло по очередности. Нормально сдавали бы в срок. И уже на следующем таком же собрании, на призыв «Дети ждать не могут», тот же прораб может услышать, а сколько мы с этого будем иметь. Будут ли виноваты в этом молодые строители? Работа некачественная и бестолковая не приносит молодежи ни радости, ни уважения к себе. Одни только деньги. Именно она
часто делает энтузиаста рвачом. Бескорыстной может быть только честная работа. Халтуры бескорыстной не бывает. Длинный рубль задает разные загадки. Когда парень мечтает о 700, и тут не все просто. Ну а если строитель газопровода, получавший именно 700, уходит на 150? Строитель газопровода Юрий Лазарев каждый день видел здесь вот эти скучные фотографии. И думал, неужели хорошие люди не заслуживают других изображений? За полярным надыме неплохо зарабатывают, но за эту работу им никто не платит. Просто в пустом подвале появится фотоклуб. Единственный надежный путь к счастью завтрашнего – быть счастливым сегодня. Я лично собираюсь здесь, в Надыме, да, жить долго, сам по себе. Уезжать никуда не собираюсь. Значит, нужно, чтобы здесь мне было интересно. Раз должно быть неинтересно, значит, еще кому-то должно быть интересно. Это уже само собой разумеется. Вот. Ну и если бы, например, я взялся за какое-то дело, да, сам, для себя лично, оно мне быстро надоело. Это ж логично, мне не с кем не соревноваться, во-первых, как-то там лучше сделать его, или он лучше меня сделал. Ну, мне просто неинтересно было бы для себя работать. Да. Ведь фотограф, он сам по себе работает для кого-то, для чего-то. Вот такими видит своих товарищей Юрий Лазарев. Вот такими увидят их жители Надыма. В морозном Нерюнгри поднимает свой первый дом недавно приехавший Сережа. Мы его видели на митинге в начале фильма. Пока ему все вокруг нравится. И работа, и друзья, и трудности, которых хоть отбавляй. Неужели через 2-3 года на вопрос, что волнует в жизни, и он ответит: платят мало. И справедливое, слышанное нами утверждение, что молодых рабочих гонят с места на место, в первую очередь жажда денег. Нет, не похоже. Может, другое, жажда более интересной жизни? В «Набережных Челнах» мы услышали отрывок из поэмы молодого автора. 4 строчки запомнились сразу. «Только что бы ты ни строил, это будет балаган, если только ты не строишь вольный город Зурбаган». Ну, балаган — это, конечно, некоторый перебор. Зурбаган тоже сказано не слабо. Но не будем ловить автора на громком слове, на риторике. Эти не слишком складные стихи довольно точно определили настроение, которым пронизан сам воздух молодежных строек. Не случайно в названиях временных кафе и клубов без конца мелькают бригантины, каравеллы и, разумеется, алые паруса. Александр Грин неожиданно оказался лучшим другом прорабов и кадровиков. Он привлекает юных романтиков на дальние стройки куда успешнее, чем прямолинейные плакаты оргнабора. Но каким конкретно должен быть этот романтический город на лени, на каме, на обид? В этом бревенчатом домике архитектор Геннадий Красильников обсуждает с ребятами вариант молодежного города для якутской тайги. Ну, вот есть несколько фотографий, вы, пожалуйста, посмотрите и потом скажете, что это за фотографии и ваше отношение к этим фотографиям, к тем городам, которые вы увидели там. Первая идея – взять за основу небоскребы. Этот дом здесь и почва не та, и от такого дома здесь все Нерюнгри может заселить в один дом такой, а здесь надо просторные, широкие дома. Такой здесь вообще не пойдет, по-моему. Нет, нам неприемлем, да, такой дом. Не, ну в Нерюнгри просто нужно, чтобы ну, что вы архитектура не просто в природу вклинилась, а как бы исходила из самой природы. Тогда, может, подойдут коттеджи? Но эти дома с колхоза строят. Здесь не пойдут такие дома. Почему? На окраине города. Если исходить из принципа, что мой дом, моя крепость, это самое приемлемое. Но нам же нужно общение.
Вот в таких домах это, во-первых, и дорого, он намного дороже двухэтажных вот, домов, которые здесь строятся, и общение. Потому что мы сейчас страдаем от нехватки общения между людьми. В принципе, архитекторы умеют мечтать. Каждый год возникают романтические проекты будущих Зурбаганов. Но мы не станем называть их завтрашними городами, ибо завтрашние города уже строятся, причем по иным, более скромным проектам. И люди, наши современники и ближние потомки, будут жить не в нарисованных, а в построенных городах. Это Надым. Он замышлялся вдохновенно. Уютный город под единой крышей. В реальном Надыме крыши нет, но есть закрытые дворы, повернутые спиной к северным ветрам. Здесь зимой на 8 градусов теплее, чем в окружающей тундре. Тоже неплохо, хотя не столь романтично. Чтобы людям жилось счастливо и работалось хорошо, именно такие, далеко не идеальные города должны хоть в чем-то стать Зурбаганами. До сих пор для градостроителей города делятся на грамотные и неграмотные, удобные и неудобные. Но почему тогда люди долго колеблются, прежде чем покинуть старый, неграмотный, по мнению градостроителей, Ярославль или Владимир, и без особых размышлений уезжают из Темиртау, Ангарска или Челнов? Давайте посмотрим на день гражданина, живущего в новом, вполне грамотном городе, со всеми положенными удобствами. Встал, побрился, позавтракал, отвел ребенка в садик, поехал на работу, приехал с работы, купил, что надо, взял ребенка из садика, посидел у телевизора, лег спать. Хорошо? Да. Все это человеку необходимо, чтобы после рабочей смены восстановить силы к началу следующего дня. Но для жизни этого мало. Для жизни нужен не просто удобный, с налаженным бытом. Нужен город с душой, любимый, непременно любимый город. Зададим архитектору несколько вопросов. Где в современном грамотном городе ребятам играть в казаки-разбойники или прятки? Маленькая девочка из Темиртау говорила, что прячется в подъездах, за машинами и мусорными ящиками. Бедновато. Где влюбленным назначить свидание? У автобусной остановки? Или у фонарного столба на углу? Но столбы похожи и углы похожи. Где бульварчик для молодых мамаш? А где парни походить вечером с девушкой? Где укрыться в прямых просторных кварталах, простреливаемых взглядом насквозь? И где им, простите, поцеловаться? За машиной? За мусорным ящиком? Как утверждает древнее изречение, любовь и голод правят миром. О голоде архитекторы думают, в столовых молодых городах хватает. Если бы градостроители также заботились о любви. Впрочем, дело тут не только в градостроителях. Иногда коменданты и другие руководители по части быта устанавливают в комфортабельных современных общежитиях свои порядки. Они пытаются по своему усмотрению решать, когда встречаться людям, живущим в разных общежитиях, и знакомым, и влюбленным, и даже мужьям с женами. О чем они заботятся? О морали? А может, о собственной спокойной жизни? Ханжество и казенщина далеко не безобидны. Именно они могут даже хороший город сделать чужим для молодого человека. Ибо легко допустить любимый город без ресторанов, асфальта и горячей воды, но невозможно представить его без любви. Только еще начинающимся Нерюнгри очень много свадеб. И пока очень мало жилья. Но жива традиция палаточного братства. В соседней комнате мужского общежития будет тесновато. Зато молодая семья сразу получит свою первую крышу.
Однако не на одной любви строятся завтрашние города. 10 лет назад Борис и Тамара в котлованах, залитых грязью, начинали свой Зурбаган. Они тоже танцевали у подъездов первых общежитий. На только что законченных крышах первых цехов. И вот так же проверяли на прочность первые километры первых асфальтированных дорог. Теперь у них есть все. Хорошая работа, дружная семья, налаженный быт. А за окнами дело их рук. Красивый современный город. Ребята, скажите, сейчас вы живете счастливее, лучше, чем в начале стройки? Я все-таки считаю, что тогда, а не сейчас. Я не хочу сейчас сказать, что вот сейчас какой-то такой несчастливый период. Нет. Но тогда это, была какая-то возможность, больше проявить, что ли, себя. И было что такое начало вот интересное, какая-то увлеченность, устремленность в будущее. Вот, наверное, так. Лучше. Да нет, там еще, добавь еще, вот, восторженность, помнишь, да? Восторженность первых дней, первых месяцев, первых даже 2 лет, вот это настроение. Самый лучший, конечно, первый год. Там комплекс ощущений, и все вместе оно было связано, и вот сам дух, подъем вот тот, и это и на наши отношения переносилось. И я, кстати, вот хотел уже давно заметил, что вот те люди, которые в то время поженились и встречались, они редко ошибались, потому что в такой атмосфере ошибиться в человеке было очень тяжело. А сейчас, собственно говоря, мы скучнее живем. Качественно-то сейчас все выросло, все вот эти отношения, все. И повторять то, что было здесь в начале, в этом плане, уже невозможно. Я считаю, что я не остановилась. Во-первых, здесь я поступила в институт, здесь я его окончила. Причем институт с определенной спецификой, это пединститут. И я продолжаю работать в школе. То есть я не считаю, что моя духовная жизнь остановилась или я перестала строить свой город. Но я знал, передо мной стояла цель. 6 заводов, гидроэлектростанция. Короче, есть тот объем, в который можно было без оглядки ринуться. Ну а сегодня вы также используете свои потенциальные возможности? Нет, конечно. Я лично считаю, что потенциал у меня гораздо процентов больше. на 30, не больше сейчас. Мы вошли в тот период, когда помимо этого еще что-то надо. Да. А вот поэтому вот дети наши подросли. У нас уже появляется свободное время. Вот. Но куда это свободное время вложить? Собственно, капитал, он у нас пропадает. Эта семья сегодня словно на распутье. Борис подумает об отъезде, о новой стройке. Ну а там построят дома, кварталы, улицы. И не возникнет ли та же проблема духовной наполненности молодого города? Так может не на новой стройке, а здесь, вот в этих почти готовых кварталах, надо создавать духовно богатую жизнь, создавать тот любимый город, где найдут свою судьбу и странные трусы, и наивные рвачи. Но чем они отличаются друг от друга, любимые и нелюбимые города? Когда-то на стройку Дивногорска приехала молодая учительница вместе со своими выпускниками. Года 3 бывший класс не распадался, жили дружно и интересно. В частности, у них был такой обычай. Каждый четверг вечером ребята сжигали примерно вот такой же костер, и зимой, и летом. Пекли картошку, пели, спорили, говорили о личном. Но главное, к этому костру мог прийти каждый человек с любой своей заботой. Новичок, заблудившийся на незнакомой стройке, искатель истины, непризнанный талант, просто человек, нуждающийся в обществе. Все имели право на свет костра, на его мягкое тепло, на исповедь, на злой вопрос, на честный ответ, на помощь, если она нужна. Когда города благоустраиваются, жизнь входит в колею, становится гораздо удобнее, но костры гаснут в прямом, а часто и в переносном смысле. Вольный город Зурбаган
становится обычным городом с магазинами, парикмахерскими, банями и сберкассами. Тогда-то и начинается массовый отлив беспокойной молодежи из устоявшихся и поскучневших городов. Так что же такое любимый город, Зурбаган? Наверное, для молодого человека, выросшего в коллективе, это место, где для каждого найдется и возможность проявить себя, и дружбу, и общение, и понимание. Короче, где у каждого есть свой костер по четвергам. Ведь объединение Орфеев в набережных Челнах собирается и по вторникам, и по пятницам. Но по сути своей типичный костер по четвергам. О, князь мой светлоглазый, о, мой светлейший князь, я вам пишу с КамАЗа, где по колено грязь, куда старушка почта приносит иногда записки многоточия не вашего труда. Говорят, за Полярье едут за большими деньгами. Не исключено. Но ведь купить можно только вещи. Это Надым, бригада Юрия Готцина. Выросшему в тундре городу была очень нужна школа. И молодежная бригада дала странный в наше просвещенное время обед. Сперва положить в здание последний кирпич, а уж потом праздновать Новый год. И вот, вводя в конфликт с прочим человечеством, ребята зажгли свою елку 25 февраля. Ловочка напишите, так что вы смеетесь. Этим ребятам не обязательно раз в неделю уходить на романтический берег реки. Их костер горит ежедневно на стройплощадке. А деньги? Да, денег они получают много. Ровно столько, сколько зарабатывают. Новые города благоустраиваются стремительно. Здесь не жалеют на это средств. В одних Челнах 5 ресторанов. Уровень быта явно поднимается. А вот уровень общения падает ниже того кострового и палаточного, что был в начале строя. Стены, даже мраморные, даже зеркальные, не способны сами по себе сплотить людей. Это может сделать только человек. Красный уголок рабочего общежития. Вот это называется дискотекой. Могло бы называться иначе. Экспериментальным театром или клубом любителей современной музыки. Но разве в названии суть? Просто собралась компания молодых ребят, натаскали хвороста, чиркнули спичкой, и вот горит костер. Для них самих, для товарищей, для любого, кого притянет огонек. Добрый вечер, дорогие друзья. Приглашаем вас в мир Эдгара По, увиденный глазами Алана Парсонса. Раз, тоскливый час полночный, я искала слез. Философская поэзия Эдгара По казалась его современникам слишком сложной. А сегодня она звучит в рабочем общежитии КамАЗа. Вдруг негромко стукнул кто-то, словно стукнул в дверь. «Да-да, верно, гость?» — пробормотал я. «Гость стучится в дверь». «Да-да, гость!» — пожаловал сюда. Заводила здешней дискотеки настоящие лидеры общения. Бесплатно, не состоя ни на каких должностях, они увеличивают производство радости на душу населения. А это задача огромной экономической важности. Лет 5 назад в Волгодонск приехал после армии Виктор Лицко. Парень был нелегкий. Оббивал пороги, требовал, даже скандалил. Слишком многого хотел. В только еще начинающемся городе устроить аэроклуб. И ведь добился. С помощью ребят-комсомольцев устроил. Сегодня в аэроклубе Виктора нет. Нет и в Волгодонске, и вообще на земле. Разбился. К сожалению, это бывает даже в спортивной авиации.
Но Виктор был из тех, кто, уходя, все равно остается. Именно такие люди делают города городами. Погиб костровой, а костер горит. Что важнее для этих ребят? Результат их работы, спектакль, или вечерние часы, которые они проводят вместе? Говорят, у Николая Пархоменко интересная постановка. Нам их увидеть не удалось. Зато удалось другое — провести вечер в студии, поговорить о жизни, погреться у этого костра. Эти девушки — сторожилы студии. Почему для меня, ну сейчас вот уже по прошествии много лет, это вот как первая любовь, которая душу травит, но забыть никак ее не можешь. Но он меня притягивает. Я уезжала, меня здесь год не было. Я буквально вернулась в начале лета, осталась. Я не смогла жить дома. Дома, где все есть, где утром просыпаешься, завтрак на столе. Где до работы 2 минуты пешком, и ничего делать не надо на работе. Где мама все время. Я не могла дома жить. Ну а конкретно, что сюда потянуло? Не знаю, студия, в которой я занимаюсь. А что вас тут держит? Что тут нравится? Ну, так же, как и Алена говорит, студия держит. Еще 2 года и 3 года назад я могла сорваться и уехать, а теперь меня уже держит иногда страх, что я в другом месте такого не найду. А после всей этой наполненности ощутить пустоту вокруг себя, вот как я жила год дома, никого не зная, очень трудно, входя в любой круг в старом городе, вообще очень трудно войти в любой круг новому человеку. Этот страх меня, пожалуй, здесь больше держит. Это снова Нерюнгри. Помните этих ребят? Мы их видели на митинге в начале фильма. Теперь они вместе с товарищами заканчивают первый в городе многоэтажный дом. А вот и их костер. Это не романтический символ, просто мороз за 30. Пройдет год или 2, город встанет на ноги, получит тепло, и этот костер погаснет. Будем надеяться, что на его месте загорится другой, столь же необходимый человеку. На молодежные стройки страны приезжают тысячи новичков. Останутся они или присоединятся к так называемым трусам и рвачам, будет зависеть не столько от погодных условий тарифной сетки, сколько от того, найдется ли каждому из этих ребят, непременно каждому, помимо прочего, что нужно живому человеку, еще и место у костра по четвергам. Мы уезжаем, Зая. Ага, я поняла тебя, Алеша. Я очень хорошо тебя всегда понимаю. Пианино мы сегодня же продадим Елене Ивановне. А что мы возьмем с собой? Кипятильник и эту песню. Мы придумали город, так служатся старые сети, и причалы базара не надо говорить.